Геймеры со стажем, которые застали времена PlayStation 2, наверное, периодически задумывались о том, как было бы здорово попробовать снова взглянуть на любимые игры от PlayStation 2, например, на своем Mac. Да, представьте, сегодня не обязательно покупать старую разбитую PS2, чтобы поиграть в 480p разрешении. До недавнего времени я думал, что эта задача до сих пор на macOS невыполнима. Тем более у меня не просто Mac, а Mac на ARM версии. То есть MacBook Air на M1. Оказывается, все реально, да еще и в 4К разрешении. Поэтому сегодня мы посмотрим с вами на то, как работает эмулятор PlayStation 2 на Mac с M1, M2 и с последующими процессорами от Apple. Подписывайтесь на канал. Поехали! Существует множество эмуляторов PlayStation 2, но не все из них совместимы с Mac. И самое главное, не все работают с чипом M1. Но с помощью PCSX2 вы с легкостью сможете насладиться вашими когда-то любимыми играми. Установите эмулятор, выберите игру, настройте параметры эмулятора и можно начинать. Сам процесс установки я показывать не буду, он прост, в интернете много инструкций. Сегодня я расскажу больше про свое удивление, это ролик про эмоции. PCSX2 имеет множество настроек. Вы можете изменять графику, разрешение, управление и многое другое. Советую установить вам вот такие оптимальные настройки. На них все действительно летает. По кабелю HDMI или с помощью AirPlay, если ее поддерживает телевизор, вы можете легко подключить свой Mac TV и играть на большом экране. Больше не нужно смотреть на маленький экран ноутбука. Вы можете играть на большом телевизоре, как в старые добрые времена. Правда, в старые добрые времена вы играли на кинескопных ТВ. И недолго, иначе кинескоп можно посадить. PlayStation 2 продавалась около 20 лет назад, но у меня этой приставки никогда не было. Да что там говорить, у меня не было и PlayStation 1. И вот когда около 10 лет назад в M-Video распродавались последние копии приставок, я помню и собрался себе прикупить, скорее, наверное, для коллекции, одну из них. Помню, стоила она тогда 1006. Но посетив игровую зону магазина, попробовав поиграть в это мыльцо, охота к покупке у меня резко отпала. Поэтому я так и не попробовал игры в легендарной уже классике. Здорово то, что сегодня, установив PCSX на ваш Mac с M1, вы можете поиграть в игры на PlayStation 2 с более приятной графикой. Честно говоря, я и не ожидал, что графика настолько преобразится. При просмотре ролика вы, скорее всего, задавались вопросом, не тормозит ли мой MacBook на M1 без вентилятора при запуске игр через эмулятор. Они же идут все-таки в HD, тем более сама эмуляция всегда сжирала большое количество ресурсов. Но, как видите, нет. Вот средняя нагрузка процессора во время игр. Ноутбук остается совершенно холодным. А многие говорили, что игр для Mac почти не существует. А как же эмулятор? Тем более, я думаю, это только начало. В любом случае, это отличный способ играть в классические игры для PlayStation 2 и наслаждаться улучшенной графикой и молниеносной подгрузкой, которых не было в оригинальных версиях игр. Да, естественно, тут не стоит ждать реалистичности PlayStation 5, но учитывая приятный геймплей и некую ностальгию, можно с удовольствием насладиться захватывающим игровым процессом на компактном и тонком MacBook Air, как в моем случае, либо на большом экране телевизора. Напишите в комментариях, как относитесь к эмуляторам, тем более уже существует все еще сырая, конечно, версия эмулятора PS3, который я обязательно протестирую. Стоит ли ворошить прошлое и переигрывать в эти древние игры, или пора о них забыть? Напишите, обсудим. Поддержите ролик лайком, подписывайтесь на канал, впереди много интересного. Пока-пока.